Всем привет, дорогие зрители и рыболовы! В этом году во многих регионах сезон зимней рыбалки задерживается, но при этом уже есть счастливчики, кто открыл сезон подледного лова. А это значит, что мне опять пора снять для вас познавательный и полезный ролик. И в этом видео я хочу поделиться с вами своим тайным рецептом жидкой зимней прикормки, который работает всегда на стоячих водоемах. Всем приятного просмотра и, пожалуйста, не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии, подписываться на канал. Таким образом вы нам очень сильно помогаете. Всем спасибо и поехали! Ну что, друзья, не буду вас томить долгими разговорами, можно наблюдать, что у меня на столе много всего. Смотрите этот ролик внимательно, не упускайте никакие моменты, никакие нюансы, потому что здесь на самом деле все очень-очень важно. Да, что мы будем использовать для изготовления моего секретного прикорма? Первое — это манная крупа, второе — пшено, хлопья овсяные, сухари панировочные и семечки жареные. Как говорит один очень известный спортсмен и рыболов, которого, я думаю, знают многие, изготовитель прикормки, тоже он, Александр Дунаев, важно понимать, какой компонент в прикормке для чего нужен. Например, манка, и молотые семечки — это в первую очередь лифтинговый эффект, муть, которая рыбу подтягивает с дальних расстояний. Сухари, хлопья овсяные и пшено — это то, что рыбу удерживает. Далее, для моей прикормки что нам нужно будет? Но здесь тоже, тут очень внимательно тоже запоминайте этот момент. Я считаю, что универсальный прикорм сделать невозможно, потому что у каждой рыбы, у леща, у плотвы, у езя, у карася есть какие-то свои вкусовые предпочтения. Например, я завтра собираюсь поехать на леща. Лещ любит корицу молотую. Этот запах его приманивает, и, возможно, вкус ему нравится. Поэтому я сегодня буду использовать молотую корицу. Но, друзья мои, если вы собираетесь на плотву, если вы собираетесь, допустим, на езя, на воблу, и на другую мирную рыбу, с карасем тут есть нюансы. Карась может на чеснок зимой лучше, допустим, реагирует. Но эта рыба, которую я перечислил, она лучше реагирует на кориандр. По моим замечаниям, это универсальный ароматизатор для этой всей остальной, скажем так, мирной рыбы. И добавление шоколада тоже для нее подойдет. Но эти компоненты мы сегодня убираем, потому что мы готовим все-таки смесь на леща. А теперь, ребята, самое важное, самое главное, видите? Такие ровные стаканы у меня стоят. Все эти прикормочные смеси нужно обязательно перемалывать, потому что мы будем делать прикорм жидкий. Это во-первых. Во-вторых, зимой рыба реагирует лучше на мелкофракционный прикорм. Чем мельче, тем лучше. Я все это перемолол в кофемолке. Можно видеть, это пшено молотое. Семечки молотые. Семечки сложнее перемолоть, прям скажем так, в пыль, потому что они маслянистые, да? И блендер, и кофемолка начинает забиваться от них. Остальные все моменты, они получаются. Сухари тоже я через кофемолку провел, чтобы они были еще более пылящие. То же самое с овсяными хлопьями, манка. А воду не надо ни через что. Вода нам нужна будет, чтобы сделать жидкий прикорм. Итак, теперь нам нужно с вами этот весь прикорм превратить в жижу. Чтобы превратить в жижу, естественно, нужно все это дело перемешать. Но это далеко не все. Тут дальше, ребят, будет интересно, так что не спешите выключать, кто думает, что это все. Нет, это далеко еще не все. Так, мы перемешиваем все компоненты. Перемешиваем руками. Что касается пропорций, тоже это очень-очень важно. Видели, да, что у меня стаканы ровные. Я где-то, примерно по 100, наверное, по 150 миллилитров использую. Но здесь самый важный нюанс в том, чтобы эта вся сыпучая смесь, если вы, допустим, всего вместе используете, все должно быть пополам, но если всего вместе у вас получается такой стакан полный, да, то, соответственно, нужно и такой же полный стакан воды. То есть вода с сухой смесью должна быть 50 на 50. Воду добавляем, перемешиваем ее. И это еще, ребята, далеко-далеко не все. Прикорм еще не готов. Кстати, что касается воды, воду лучше, конечно, использовать из водоема, скажу честно. Это самый лучший вариант. Но если нет возможности использовать воду из водоема, то тогда надо делать либо, скажем так, отстойную воду, можно, в принципе, из-под крана, либо кипяченую. Главное, чтобы она была не кипятком. Можно использовать теплую воду, либо отстойную.
Так, теперь нам нужно добавить корицу. Что касается корицы, это очень сильно пахнущий ароматизатор. Борщить здесь не надо. Примерно 1 столовая ложка получается. Вот, все вот это мы дело с вами активно перемешиваем. Вот, и далее перегоняем через блендер, чтобы прикормка у нас стала, ну скажем так, единым целым. Это тоже очень важно сделать. Можно, конечно, использовать так, вот, но все-таки лучше провести еще раз ее, перегнать через блендер, она тогда перемешается и будет прям то, что надо. Ну что, после того, как я поработал блендером, вот что у нас получилось. Смотрите внимательно, какая должна быть прикормка по консистенции. Вот смотрите, вот. Она не должна быть сильно жидкой, но при этом не должна быть сильно вязкой. Иначе будет не то. Вот еще раз говорю, пропорции 50 на 50. Если она у вас сильно вязкая, соответственно, вы добавили мало воды. Нужно добавить ее немножко больше. Вот. Ну и сейчас самый важный момент, как эта прикормка у нас работает в воде. Показываю. Вот, возьмем немножко. Стакан с водой на капелюшечку. Вот так вот сделаем. Оп. Вот смотрите, вот она падает на дно. Вот видите, идет муть, лифтинговые частички, вот они, пожалуйста. Вот это вот наша, получается, овсянка. Можно геркулес использовать, в принципе. Вот, и это частички молотых семечек поднимаются. Белая муть, это манка. Вот, а то, что оседает на дно, и то, что у нас на дне, это, собственно, уже остальные компоненты, которые рыбу удерживают долго. Но при этом тоже, смотрите, важный момент, когда рыба подходит, вот что будет происходить. То есть, вот, допустим, это не краешек ножа, а большой толстый лещ, который вот так подошел и сделал кусь. Вот раз кусь, 2 кусь, 3 кусь. Вот он кусает прикормку. Видите, а муть-то выделяется при этом. И это приманивает рыбу в точку лова, в вашу лунку с дальних расстояний. Вот такой вот получается классный прикорм. Ну что, товарищи рыболовы, мне для вас ничего не жалко, пользуйтесь моими советами. С вас многого не просим, просто оставьте комментарий, подпишитесь на канал. Ну и не забудьте поставить лайк или дизлайк под роликом. Таким образом вы нам помогаете развиваться и выживать в этих непростых блогерских условиях. Всем ни хвоста, ни чешуи, до новых встреч, больших уловов, пока-пока.